Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас с вами очередная рубрика «Сам себе мастер». Вы очень любите эту рубрику, а я, как ее люблю, вы себе не представляете. Делать себе ногти всегда безумно интересно, хочется сделать в себе все самое лучшее, все самое интересное, все самое, на что я только способна. И, в принципе, я всегда рада ходить с такими ногтями. Мне нравится, когда у меня на руках длинно, много, и так, чтобы вы потом смотрели все мои ролики, и у всех возникал вопрос, как же с этим жить. Так вот, как обычно, начинаем с подготовки натуральных ногтей. Как помнят постоянные зрители моего канала, у меня указательные пальцы очень сильно вниз растущие. Если вы не постоянный зритель моего канала, то посмотрите, пожалуйста, перед этим две коррекции назад, когда я себе делала длинные зеленые стилеты, я как раз таки это обсуждала, показывала этот нюанс и рассказывала, как я с ним борюсь. Так вот, сегодня мы будем опять бороться с этим нюансом, но уделять времени я этому не буду, потому что мы совсем недавно об этом поговорили. Как обычно, подготовка ногтя заключается в том, чтобы снять предыдущий дизайн, опилить форму ногтей, убрать полностью длину в ноль, для того, чтобы было легче подставлять формочки, сфоткать это все безобразие, конечно же, в Инстаграм, в сторис, чтобы попугать людей вот такой вот поднятой кутикулой. Ну и, в принципе, потом нам осталось нанести праймер, базовый гель, и на этом подготовка ногтей у нас закончена. Далее начинается этап постановки форм. Но поскольку на себе делать очень неудобно, форму мы сегодня будем делать сложную. Фокус я вроде бы настроила, но когда начинаешь ставить форму, начинаешь где-то что-то смотреть, куда-то ее подпихивать, как-то ее подталкивать. В общем, убегаешь из кадра — это раз, выходишь из фокуса — это два, и даже из этих соображений, что совершенно все не в фокусе, мне пришлось вырезать момент опила, потому что, там вообще полный мрак, там фокуса нет абсолютно. Тем не менее, поставили форму и начинаем выкладывать подложку. Как вы видите, на всех пальчиках я себе ставлю форму под ноготочек, а вот на указательном пальце, как мы знаем с вами, ставлю на ноготочек. Зачем я так делаю? Опять же, мы с вами уже обсуждали. Ссылочку, где это мы обсуждали, я постараюсь не забыть оставить в описании к ролику. Если вдруг забуду, напишите мне в комментариях, я вспомню. В общем, сегодня будем делать аквариумный выкладной френч. И для того, чтобы френч у нас получился красивый, нам, конечно же, нужно сделать удлинение ногтевого ложа. То есть мое коротенькое, на самом деле не такое уж и коротенькое, довольно-таки симпатичное ногтевое ложе, но для такой длины оно маловато. Поэтому при камуфлирующего материала я беру и вырисовываю ту длину ногтевого ложа и ту форму, которая мне будет хорошо смотреться под эту форму ногтей. В данном случае форма ногтей у нас Edge, поэтому здесь будет хорошо смотреться нечто остренькое. Вот и вырисовываем такой себе абсолютно острый треугольник ногтевого ложа. То есть, если на всех классических формах ногтей мы делаем удлинение в виде яичка, да, то здесь у нас не яйца, здесь у нас треугольники. А теперь переходим к самому интересному. Сегодня у меня на руках будет мой любимый цвет. Как вы понимаете, мой любимый цвет — это синий и все его оттенки. Так вот, кончик я прокрасила одного оттенка гель-лаком. Под удлинение укладываю более темный цвет и делаю между ними переход. Причем здесь слишком чистый переход мне делать не нужно, потому что дальше у меня будут еще дизайн, еще куча всего, поэтому выводить какое-то идеальное омбре нет необходимости, нужно сделать просто плавненький переход.
Далее высыпаю себе вот такие вот железные металлические штучки, которые я заказывала с Алиэкспресса. Если нужна ссылочка, опять же, напишите, я прикреплю. Так вот, из этой кучи металлолома выбираю то, что мне необходимо, причем это совершенно абсолютно не связанные друг с другом металлические элементы. Где-то кружочки, где-то квадратики. В общем, первое, что под руку попадется, логика здесь именно такая. Располагаю на ногте туда, где поместится, опять же, пользуясь совершенно такой логикой, не так, как красиво, а вот просто поместилось и слава богу. Дополняю это все золотыми блесточками, и в принципе объемные элементы на этом у меня сегодня все, блеска будет не так уж и много. Ах да, тот, кто внимательный, тот, конечно же, обратил внимание, что для того, чтобы закрепить эти металлические элементы, я промазала тоненько моделирующим гелем, и в мокрый гель эти металлические элементы помещаю, потому что они довольно-таки тяжелые, просто так на липком слое гель-лака они держаться и совершенно не будут. Ну а если кто-то вдруг не обратил на это внимание, обратите, потому что это действительно важно. Далее у нас начинается пенная вечеринка. Что я сделала? Я взяла краску белого цвета, смешала ее с финишным покрытием до полупрозрачного состояния. Вот такими вот пятнами наношу на свой ноготочек и делаю на нее пенку. Подсушиваю сразу же по одному ноготочку в лампе, и у меня получается вот эта вот любимая сейчас всеми дырчатая фактура. На самом деле, ну вот лично по мне, вот эти вот дырки на поверхности ногтям, ну мне не очень понравились, как они выглядят, и в принципе и в носке, я думаю, они будут не так уж удобны. А вот такие вот дырки внутри ногтя в аквариумном дизайне, это просто потрясающе. Они ни за что не цепляются, они совершенно не колючие, они запечатаны у нас внутри в ноготочке и дают только фактуру и глубину. Конечно же, не забываем запостить все в сторис Инстаграма, для того, чтобы все видели, чем я занимаюсь в это время. Ну а как же без этого? На самом деле этим ногтям уже примерно 2-2,5 недели на данный момент носится, все нормально, все на месте, все идеально. Ну а кто следит за моими сторис, тот наблюдал процесс создания этих ногтей. И да, кстати, эти ноготочки победили в номинации «Маникюр Дня мира» нарощенные, поэтому у меня за них даже дипломчик уже где-то там в пути. Собственно говоря, после того, как мы создали пупырчатую структуру, фактуру, мы все это безобразие перекрыли моделирующим гелем и переходим к опилу. В данном случае черновой опил производим при помощи фрезы. Опила на этой форме на самом деле много, опила на этой форме с аквариумом много очень сильно. Поэтому, чтобы облегчить себе задачу, мы сразу же снимаем основной материал фрезой, потом только допиливаемся пилкой. Но даже в этом случае опил у меня занял довольно-таки продолжительное время. Наверное, я себя где-то около часа-полтора только пилила. Ну и, как вы понимаете, пилить тоже совершенно неудобно. Пилила практически на коленке, не попала нигде ни в фокус, ни в кадр, ничего. Но, слава богу, что хоть выпилить получилось, а за съемками то уже другой момент. Поэтому, к сожалению, опила сегодня не будет. А теперь переходим к созданию дизайна. В данном случае заготовочки под дизайн рисуем тем же темным оттенком, которым мы делали под улыбку, прокрашивали. Для того, чтобы еще дополнительно затенить серединки, мы добавляем в этот оттенок черную красочку, смешиваем и в центр наших кружочков помещаем более темный оттенок. Это у нас будут заготовки под цветочки, но сами цветочки у нас будут с вами завтра. Почему? Потому что в этот момент у меня пришла клиентка, мы с ней начали заниматься.
Кстати, вот эти заготовки моих ногтей на канале уже в ролике с этой клиенткой вы видели. Именно на этом месте мы прервались. Ну а поскольку уже прервались, да и этот ролик получился довольно-таки затянутый, поэтому давайте дизайн сделаем уже с вами отдельно, потому что он заслуживает особого внимания. Ну и лично меня просто потрясает вот этот вот момент перекрытия аквариума финишным покрытием. Кстати, здесь я накосячила и забыла забафить поверхность, поэтому кое-где на акрилатике у меня появилась так называемая серпия, да, вот эти вот белесые такие точечки. Это из-за того, что я забыла правильно забафить ноготок. Но даже несмотря на это, в принципе, дизайн практически все скрыл, этого практически нигде не видно. И несмотря даже на вот такой вот небольшой косяк, я очень довольна этими ногтями и ношу их с превеликим удовольствием. В общем, надеюсь, вам сегодня со мной понравилось, надеюсь, вам было интересно. Напишите мне в комментариях, было ли интересно и полезно вам это видео. Ждете ли вы продолжения с дизайном? Мы же с вами увидимся в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока!